Здравствуйте, мои подписчики и гости канала, с вами Ольга, и вы на моем канале. В этом видео поговорим с вами о таком важном вопросе, как дыхание через нос. Эта тема стала для меня особенно актуальна в последнее время, потому что я все больше уделяю внимание реабилитационным упражнениям, которые я использую в своей жизни, в своей практике. Я применяю их на своих детях. Я хочу рассказать на примере моей дочки. Совсем недавно я начала применять на ней тейпирование рта. Для чего я это делаю? Я обнаружила, заметила, что когда она засыпает, она спит с приоткрытым ртом. И очень часто у нее пересохшая слизистая по утрам, она очень хочет пить, это уже где-то годик, но я просто ночью не видела, как она спит. Сейчас заметила и хочу вам рассказать, для чего я это делаю. Сейчас тренирую у дочки навык дыхания через нос. И для того, чтобы отучить ее дышать ртом ночью, применяется метод тейпирования, то есть наклеивается такой пластырь на ротик, ребенок всю ночь спит с закрытым ртом, и каждый день новый кусочек, где-то месяц, может быть полтора, я посмотрю, сколько нам понадобится времени, но месяц точно мы будем заниматься этой процедурой. Дочка уже привыкла, она довольна и говорит о том, что она хорошо спит, уже даже просит, когда же мы заклеим ротик. Почему для меня так важно стала эта процедура? Дыхание ртом – это важнейший навык, который формируется еще начиная с рождения. И очень важную роль здесь отводит кормление грудью. Когда мы дышим носом, у нас в крови адекватный уровень углекислого газа. На достаточном уровне углекислого газа в крови заточены огромное количество процессов в нашем теле. Слизистая носа идеально предназначена для дыхания носом. Когда воздух проходит через нос, то кроме основных моментов, как увлажнение, антибактериальная защита, в носу у нас находятся барорецепторы, которые регулируют давление стенок сосудов. В носу у нас находится газообразный мессенджер, это оксид азота, который именно там вырабатывается. И именно оксид азота, он регулирует вот этот просвет сосудов, сосудистую проницаемость. Если этот оксид азота не попадает внутрь, он накапливается в носу, его идет недостаток, он не попадает внутрь, и страдает стенка сосудов. Это есть причиной храпа, когда идет спазм сосудов. Углекислый газ, когда его идет недостаток, а когда мы дышим ртом, мы недополучаем то количество углекислого газа, которое нужно, потому что дыхание через рот, оно неэффективно, оно не физиологично. Рот не предназначен для дыхания, он предназначен только для приема пищи и для выдавания звуков. И во рту нету того сопротивления, которое нужно для дыхания. Когда воздух проходит через ноздри, это такое идет уже первичное сопротивление, тогда это стимулирует работу диафрагмы. Диафрагма находится у нас внутри под ребрами, это основная мышца дыхательной системы. И когда мы дышим ртом, а особенно часто мы дышим ртом, когда мы в стрессе, и когда в стрессе мы дышим вот этой частью, это дыхание неэффективно. В стрессе мы дышим как собачки вот этой вот частью и дышим именно ртом. Баланс углекислого газа, который нам необходим, то есть мы должны определенное количество его накопить, его адекватно вывести и получить кислород. И когда вот этого углекислого газа недостаточно, дыхание ртом, он быстро очень выводится. Сам по себе углекислый газ, он регулирует работу нейронов головного мозга. И когда его недостаточно, то нейроны находятся в возбуждении.
Углекислый газ регулирует просвет сосудов. Когда мы дышим через нос, сосуды расслабляются. Когда дышим через рот, то сосуды находятся в тонусе. Когда в организме недостаток углекислого газа, то пульс скачет давление, тот же самый храп, да, о котором я говорила. Еще один момент, который касается особенно детей. Когда дети дышат ртом, слизистая рта, которая не предназначена для дыхания ртом, исключение это только виды спорта, как плавание, там иногда нужно дыхание ртом. Идет огромная нагрузка на слизистую, потому что слизистая рта пересыхает, она набухает, воспаляется, и все патогены, которые с воздухом мы вдыхаем, они не проходят вот эту фильтрацию, которая есть в слизистой носа. Слизистая рта, она воспаляется, и все микроорганизмы патогенные, которые в воздухе есть, они все оседают там. И это постоянная стимуляция лимфатической системы, это стимуляция развития аденоидов. И очень часто дети, у которых есть аденоиды, если поговорить с родителями, то в анамнезе можно узнать, что таких детей чаще всего мамочки кормят больше года, то есть 2 года, 3 года. Они не знают этой информации, им рассказывают о том, что как бы это полезно. После года ребенок, он уже все кушает, и ему необходимость молока – это больше привязанность родителей. И это отдельная тема, что ощущает мамочка во время кормления, и это привязка ребенка, который должен уже пройти первую начальную маленькую сепарацию. Но когда я узнала вот эту информацию, у меня был переворот в мозге. Очень часто у таких деток, которых кормят 2 года, 3 года, у них начинает страдать умственная деятельность. А потом просто чуть старше родители не замечают, что где-то ребенок может во время, когда он сосредоточен на уроках, когда ночью, опять же, да, он где-то спит с открытым ртом, и начинает концентрация внимания страдать, страдает память, где-то речь. То есть проблемы с речью, ребенок, который начинает говорить поздно, очень серьезная взаимосвязь с речью, это именно ротовое дыхание. Поэтому я с этой целью и начала тейпировать свою девочку, потому что я не хочу, чтобы в дальнейшем это как-то отразилось на ее обучаемости, потому что через год она идет уже в школу. И это дополнительная патогенная нагрузка, да, это заболевание горла, это развитие аденоидов, это любые воспалительные процессы, начало которых лежит просто в ротовом дыхании. И еще такой момент, когда мы дышим носом, у нас язык физиологически располагается на верхнем небе. Когда он находится там, он давит на верхнюю челюсть, и у детей в процессе развития черепа, становления его формы, размеров, именно влияет язык. И когда он опускается вниз, соответственно, череп не формируется так, как нужно, верхняя челюсть не формируется так, как нужно, страдает прикус, от этого страдает осанка, потому что идет выдвижение вперед. Когда ребенок дышит ртом много, еще, кстати, может быть, вы замечали, у взрослых это часто бывает, когда уже есть привычка дышать ртом, взрослый не обращает внимания, у детей это тоже часто. Часто при каком-либо чтении долгом, нахождении долгим за компьютером, вот это выдвижение головы вперед дает вот это положение открытого рта, потому что при вот таком положении очень сложно дышать носом. И
физиологически, да, подстраивание идет, и выдвигается голова вперед, язык опускается вниз, и дыхание через рот идет. И вот вырабатывается такая привычка. Возможно, даже ребенок в детстве нормально дышал, тоже как вариант, а взрослые делают себе вот такую нехорошую вещь, которая приводит в дальнейшем, опять же, с плохой концентрацией, плохой запоминаемости, утомляемости. Еще академик Воич давно описал связь носа и эректильной дисфункции. Есть такое даже понятие, как ринит медового месяца, когда чрезмерное повышенное возбуждение передается на слизистую носа, и она набухает и закладывает нос. Поэтому, если нет дыхания через нос, страдает наша половая сфера, и что у женщин, что у мужчин. В наше время повышенной коммуникации мы очень много говорим. Когда мы говорим, в свою очередь, мы дышим через рот. И если эту привычку не контролировать и не практиковать дыхание через нос, то эта привычка закрепится, а у нас так устроен мозг, и связь его с телом такова, что то, что мы не используем, оно выключается из работы, оно выбрасывается за ненадобностью. То есть если не акцентировать внимание на носовом дыхании, то просто привычка дышать ртом, она закрепляется, и дыхание носом становится ненужным, но нарушаются очень много процессов в нашем организме. Также при стрессе. Мы очень часто находимся при стрессе, а что происходит с нашим организмом в этом состоянии, это вообще отдельная тема. Есть специальные практики дыхания, да, дыхание в стрессе, когда, опять же, мы формируем, вырабатываем привычку дышать так, чтобы уходили гормоны стресса, а это уже немножко другая тема, но при стрессе вырабатываются гормоны, да, и они еще больше стимулируют дышать поверхностно, дышать вот этой частью. И, соответственно, я как реабилитолог борюсь с этими проблемами. И, говоря о себе, после дочки я начну работать с собой, потому что, опять же, я недавно обнаружила, что я тоже дышу ртом, засыпаю носом, потом где-то, потому что зажимы, опять же, еще вот здесь, зажимы в челюсти, очень много говорю, много напряжения. Поэтому после Евы начну заниматься собой. И, конечно же, это контроль, это обращение внимания на это, но самый лучший вариант — это заклеить ротик и выработать эту привычку. Никто не задохнется. Эту практику тейпирования рта можно практиковать с 4 лет у детей. И если носовая полость свободная, нету непроходимости, да, то когда заклеиваем рот, никто не задохнется. Ни ребенок, ни вы, если вам это потребуется. Я проверила это на своей дочке, но я даже не сомневалась в этом. Поначалу было немножко неприятно, потому что именно снимать есть некоторые некомфортно, то есть нужно маслом, аккуратненько, по чуть-чуть, но в принципе 2 дня, даже на 3-й день уже она спокойно реагировала, и уже даже на 4-й спросила: мама, а когда ты мне придешь ротик заклеивать? Если вам это нужно, обязательно делайте, задавайте вопросы под видео, я постараюсь ответить на все интересующие вопросы. Если для вас это видео было полезным, понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк, и до встречи в следующих видео. Будьте здоровы!